17%. Столько пользователей трекеров сна страдают от ортосомнии. Это навязчивое стремление к идеальному сну. Не по ощущениям, а по цифрам в приложении. Они купили устройство, чтобы лучше спать. И теперь не могут спать из-за него. Это называется ортосомния. И это одно из самых странных расстройств цифровой эпохи. Вот как это работает. Ты надеваешь трекер, ложишься спать, а утром открываешь приложение и видишь оценку. 60% эффективности сна, недостаточно глубокого сна, 8 пробуждений за ночь. И вот здесь начинается главное. Ты не помнил этих пробуждений. Ты не чувствовал, что ночь была плохой. Может быть, ты даже проснулся нормально, но теперь ты знаешь. И мозг начинает достраивать картину. А вдруг я правда плохо спал? А вдруг со мной что-то не так? А вдруг сегодня я буду разбитым весь день? Следующей ночью ты ложишься уже не просто спать. Ты ложишься сдавать экзамен. Нужно хорошо уснуть. Нужно получить хорошую оценку. Нужно не испортить график. Нужно доказать приложению, что ты восстановился. И именно это напряжение мешает засыпанию. Ты хуже спишь. Утром открываешь трекер, плохая оценка. Цикл замкнулся. И теперь проблема уже не только во сне. Проблема в том, что сон превратился в отчет. Это не просто бытовая тревожность. Это описанный медицинский механизм. Ученые медицинского центра университета Раш в Чикаго назвали его ортосомнией. Стремление к идеальному сну по показателям трекера, которое само по себе начинает нарушать сон. Но есть деталь, которая делает все это еще интереснее. Трекеры сна не точны. Они оценивают фазы сна по движениям тела и сердечному ритму, потому что это все, что браслет на запястье реально может измерить. Он не видит твой мозг, он не делает энцефалограмму, он не проводит медицинское исследование сна. Он просто смотрит на сигналы с руки и пытается угадать, что происходило в голове. Исследования показывают, что данные трекеров плохо совпадают с полисомнографией, а полисомнография – это уже настоящее медицинское исследование сна. Трекер может принять беспокойное движение за бодрствование, может пропустить короткое пробуждение, может ошибиться в фазе сна, может поставить плохую оценку ночи, которая на самом деле была нормальной. И поэтому хороший врач-сомнолог не ставит диагноз по данным телефонного приложения. Ты переживаешь из-за цифры, которая может быть неправильной. Стоп! Вот вывод, который меня остановил. Ученые того же университета Раш сформулировали его почти парадоксально. Чем меньше знаешь о своем сне, тем крепче спишь. Звучит как антинаучный совет, как будто тебе говорят: не смотри данные, просто расслабься. Но проблема в том, что для сна это действительно важно, потому что сон требует одного условия. Ты должен перестать контролировать происходящее, отпустить, не анализировать, не проверять, не оценивать, не пытаться уснуть идеально. Засыпание – это не проект, не тренировка, не задача на продуктивность. Это процесс, в котором контроль должен ослабнуть, а трекер делает обратное. Он дает тебе данные. Данные требуют интерпретации. Интерпретация требует внимания, а внимание плохо совместимо со сном. И именно поэтому человек может лечь в кровать не с ощущением отдыха, а с ощущением наблюдения. Как будто ночь – это не восстановление, а проверка, за которую утром поставят оценку. В исследованиях описывали реальные случаи. Мужчина начал просыпаться по несколько раз за ночь, чтобы проверить, сколько ему осталось спать. Женщина лечилась от синдрома беспокойных ног, потому что трекер показал подозрительные данные, а лабораторное исследование ничего не нашло. Гаджет создал болезнь, которой не было. И на этом фоне рынок гаджетов для сна уже достиг 21 миллиарда долларов. 21 миллиарда. Индустрия продает нам контроль над тем, что иногда ломается именно от контроля. Но это не значит, что трекер нужно выбросить. И это не значит, что любые данные о сне вредны. Вопрос не в том, есть ли у тебя браслет. Вопрос в том, кто главный – ты или оценка в приложении. Вот 3 правила, если ты используешь трекер сна. Первое. Смотри на тенденции, не на одну ночь. Одна плохая оценка – это шум, не приговор, не диагноз, не доказательство, что ты разваливаешься.
Трекер может быть более или менее полезен, когда ты смотришь на паттерны за 2 или 3 недели. Но одна красная ночь не означает, что ты плохо спал. Второе. Ощущение важнее цифры. Ты проснулся отдохнувшим? Хорошо. Трекер поставил 60%? Неважно. Твое тело более точный инструмент, чем акселерометр на запястье. Если ты чувствуешь себя хорошо, это важный сигнал. И он не должен автоматически проигрывать приложению. Третье. Если трекер вызывает тревогу перед сном, сними его на неделю. Это не отказ от здоровья, это не слабость. Это не «я больше не слежу за собой». Это эксперимент. Просто посмотри, что изменится, если одну неделю ты будешь спать без утренней оценки. Без процентов, без графиков, без красной зоны. Без ощущения, что ночь снова нужно было пройти правильно. И если тебе станет легче, это тоже данные. Только данные не от браслета, а от тебя. Чем меньше знаешь о своем сне ночью, тем крепче спишь. Ученые сказали это серьезно, но честно, есть и приятная ирония. Итак, 17% пользователей трекеров сна. Гаджет, который должен улучшить сон, иногда создает тревогу, которой до него не было. И главный вопрос не в том, сколько часов ты спал по приложению, а в том, как ты проснулся на самом деле. В следующем ролике приложение для медитации, и там тоже есть кое-что неожиданное. Как бизнес-модель на тревоге, устроенная изнутри. А сейчас вопрос к тебе. Ты просыпаешься утром и сразу смотришь в трекер? Да или нет? Напиши в комментарии. И если этот ролик был полезен, подпишись на канал и поставь лайк. Так видео сможет найти тех, кто тоже пытается спать лучше, но, возможно, просто слишком внимательно смотрит на цифры.